Это крупнейшее ограбление в истории Франции за последние 20 лет. Украдены редчайшие ювелирные украшения на сумму более 100 миллионов долларов. Из музея, который считался неприступным. Ни одного свидетеля, ни одного найденного объекта. Париж, 19 октября, 9:31. Камера наблюдения фиксирует прибытие белого фургона на южную сторону Лувра. Через 40 секунд из машины выходят двое мужчин в спецодежде, без опознавательных знаков. Они действуют уверенно, будто делали это уже миллион раз. Устанавливают телескопическую лестницу у стены, ведущей ко второму этажу. Доступ получают через окно. Применен метод охлаждения и резки стекла. Спустя минуту оба уже внутри, в галерее Аполлона, где выставлены ценные имперские украшения XIX века. В этот момент стало ясно, это не работники, а грабители. Тревога поступает на пульт с задержкой. Позднее выяснится, в системе маршрутизации сигналов произошел сбой. Это дало злоумышленникам дополнительное время. Немного, но вполне достаточно для такого продуманного плана. В 9:37 фургон уехал. Через минуту прибытие охраны, но зал уже пуст. Галерея Аполлона – не просто красивый зал. Это ключевая часть ювелирной экспозиции Лувра. Здесь выставлены предметы из коллекции французской короны, в том числе диадемы и ожерелья времен Наполеона III. Преступники выбрали именно это помещение. И не случайно. Окно галереи выходит во внутренний двор и используется реставраторами. Эта точка оказалась слабым звеном в системе защиты. Она позволила проникнуть внутрь, не пересекаясь с основными маршрутами охраны. Целью преступников были не уникальные картины и не антикварные часы, только ювелирные изделия, только объекты с высокой ценностью и компактными размерами. Все указывает на заранее подготовленный и просчитанный план, как с точки зрения логистики, так и с пониманием структуры здания. Для доступа использовали телескопическую лестницу Монте-Мёбле. Такое оборудование применяют при переездах в старых районах Парижа или при технических работах, так что оно не вызвало подозрений. На месте были использованы баллоны с жидким азотом и алмазный резак. Подобный метод позволяет удалить стекло за считанные секунды, без шума, без риска активации вибродатчиков. Дальнейшие действия четкие и слаженные. Один вскрывал витрины, второй собирал содержимое и складывал в рюкзак. Зафиксировано, что грабители провели внутри зала не более 2 минут. Остальное время ушло на вход и выход. По почерку операция напоминает действия специализированной криминальной группы. В отличие от большинства попыток краж из музеев, здесь не было ни хаоса, ни спешки, только четкое выполнение задачи. У преступников не было плана скрыться в толпе или создать ложные следы. Они избегали лишних движений, не тронули ни одного объекта за пределами целевой зоны. В соседние залы не заходили. Даже пути отхода выбрали заранее. На записи видно, как они уходят к заранее подготовленным мотоскутерам. По данным источников, один из подозреваемых ранее работал в подрядной организации, обслуживавшей вентиляцию музея. Это объясняет точность действий и знание архитектуры. По официальным данным, из галереи Аполлона было похищено 9 предметов. Все ювелирные изделия из коллекции французской императорской семьи. Среди них бриллиантовые серьги, брошь с символикой Второй империи, ожерелье с крупными сапфирами. Суммарная страховая оценка – 102 миллиона долларов. Но эксперты подчеркивают, их историческая ценность не поддается расчету. Уникальные камни, редкая огранка, ручная работа. Каждый предмет – часть династической истории. Именно поэтому предметы были внесены в Международный реестр Интерпол уже в первые 48 часов. Проблема в том, что на черном рынке такие украшения чаще всего продают по частям. Тогда найти оригиналы становится почти невозможно. Среди разбитых витрин охрана обнаружила один объект, оставшийся на месте, поврежденную корону императрицы Эжени. Она лежала на полу в нескольких футах от разбитой экспозиции. Предмет не был украден по одной из двух причин. Либо выпал при сборе, либо был отброшен в спешке при уходе. На нем обнаружены следы удара и деформация, несовместимая с транспортировкой. Также найдены микрочастицы изоляционного материала, идентичного тому, что использовался для замораживания стекла. Эта корона стала первой реальной зацепкой. Эксперты сняли с нее частичные отпечатки, которые позже сравнили с базой данных. Именно с нее начался первый реальный технический этап расследования.
Спустя 3 дня после кражи французская полиция провела аресты в пригороде Парижа. Один из них — бывший подрядчик, участвовавший в обслуживании инженерных систем Лувра. Второй ранее привлекался за кражи предметов антиквариата. Третий — специалист по обработке металлов. Официальных обвинений сначала не предъявляли, однако у следствия появились показания, указывающие на использование внутренней информации. Вскоре арестовали 4-го участника при попытке выезда в Марсель. У него изъяли карту внутреннего двора музея, фотографии витрин и наличные в сумме около 100 тысяч евро. По словам источника, все задержанные связаны через общих знакомых по криминальной линии. Вопрос о заказчике кражи до сих пор открыт. Версия о самостоятельной инициативе пока не получила подтверждения. После первых задержаний следствие переходит в фазу технического анализа. Изучаются маршруты перемещения, сигналы мобильных устройств, камеры видеонаблюдения за пределами Лувра. На 4-м часу после кражи полиция находит предполагаемый фургон, брошенный в подземном паркинге на юго-западе Парижа. Внутри следы ДНК, маски, упаковочный материал, но никаких ценностей. Дальше след теряется. Перехват междугородних трасс результата не дает. Версия с расщеплением груза на части подтверждается обнаружением нескольких пустых ювелирных футляров в мусорных контейнерах вдоль маршрута отхода. Это может быть как ложный след, так и часть реального плана сокрытия. По внутренней сводке маршруты отхода были заранее разведаны. Сигналы телефонов рядом с фургоном выключались за 2 квартала до остановки. Запись с камеры тоннеля у моста Бир-Хакейм показывает мотоциклы с закрытыми номерами, совпадающие по времени с уходом из паркинга. Расследование заходит в тупик. Основной канал, направление движения украденного, неизвестен. Кража в Лувре – не единственное подобное дело. По схеме и исполнению она почти идентична нескольким другим делам последнего десятилетия. В 2019-м в Дрездене преступники проникли в музей через окно, отключили сигнализацию и за считанные минуты вынесли из экспозиции алмазы из коллекции Ветинов. В 2000-х аналогичная схема в Цюрихе, где из частного музея Бюрле исчезли работы Мане и Ван Гога. Общий стиль. Короткое окно по времени, минимум вмешательства в инфраструктуру, отсутствие разрушений. Часто применение инструментов, характерных для строительных или реставрационных работ. Использование фургонов, лестниц, переодеваний под подрядчиков. Во всех случаях заранее разведанная схема охраны и точечный выбор объектов. Сами музеи редко раскрывают полную информацию о технических уязвимостях. Это создает эффект повторяемости. Преступники знают, что система реагирования сработает не сразу, что охрана не всегда подготовлена к атакам. Именно поэтому такие ограбления все чаще рассматриваются как форма высокоспециализированного криминального бизнеса. По статистике Интерпола, менее 20% похищенных произведений искусства возвращаются владельцам. Остальное исчезает, либо перепродается через закрытые сделки, либо разбирается на части. В случае с ювелирными изделиями риски максимальны. Предметы разбирают, драгоценные камни продают отдельно, оправы плавят. Даже если какие-то детали находят, идентифицировать их становится почти невозможно. Особенно если изделие не промаркировано и не застраховано по полной стоимости. Именно такая ситуация с украденным из Лувра. Часть предметов не имела гравировки. Некоторые были отреставрированы и отличались от исторических оригиналов. Международные рынки перепродажи действуют через сеть скупщиков. Основные каналы — Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, Восточная Европа. На момент кражи в Лувре французские службы сразу разослали ориентировки по этим направлениям, но результатов пока нет. Механизм сокрытия давно отработан. Чем быстрее предмет покидает страну, тем меньше шанс его вернуть. Существует и другая категория краж. Предметы исчезают не для перепродажи, а по прямому заказу. Эта практика фиксируется во многих громких делах. От кражи Крика, Мунка до исчезновения реликвий из частных собраний в Италии и Австрии. Сценарий такой. Заказчик заранее формирует список интересующих объектов, предоставляет преступной группе маршрут, финансирование и логистику. После кражи предмет сразу передается без следа. Обычно в страну, не подписавшую
Международной конвенции об обороте культурных ценностей. Там он оседает в частной коллекции, которую никто никогда не увидит. По словам источников, именно эту версию рассматривают как приоритетную в деле Лувра. Характер кражи, точечный выбор, отказ от других предметов – все указывает на заказ. Но доказать это почти невозможно. В таких случаях нет попыток перепродажи, нет контактов с посредниками, нет сигналов на рынке. Это уже не преступление ради выгоды. Это форма обладания, личная охота за ценностями. В базе данных Интерпола находится более 50 тысяч объектов культурного наследия, которые числятся как похищенные. Однако доступ к этой информации ограничен. Большая часть карточек не публикуется публично и доступна только сертифицированным агентствам. Это означает, что ювелирные изделия, исчезнувшие из Лувра, могут быть в базе, но даже крупные аукционы или частные дилеры не смогут проверить их напрямую. После ограбления Лувра ориентировки были разосланы в основные страны-партнеры, но только по закрытым каналам. Причина – конфиденциальность данных. Такая политика позволяет контролировать утечки, но дает преступникам фору. Они успевают переправить предметы до того, как мир узнает, что именно нужно искать. Интерпол не публиковал фото похищенных артефактов ни в первый день, ни спустя неделю. На момент публикации расследования они по-прежнему отсутствуют в открытом реестре. Это не ошибка, а часть системы. В случае, если похищенные предметы могут быть использованы как улика в суде, публичный доступ к ним закрывается. Такой подход защищает юридическую чистоту дела, но создает идеальные условия для сокрытия. Никто ничего не знает, кроме узкого круга следователей и тех, кто украл. Музеи – одни из самых уязвимых объектов для криминальных операций высокого уровня. В отличие от банков, они хранят активы, не привязанные к рынку, без цифровой защиты и без автоматических сигнализаций. Их охрана построена на людях, архитектура, на исторических зданиях, а ценности выставлены в залах, открытых для публики. Все это делает музеи идеальной целью. Даже крупнейшие учреждения, вроде Лувра, работают в компромиссе между безопасностью и доступностью. Любая избыточная защита мешает посетителям и портит экспозицию. Поэтому все системы компромиссные. Часть камер работает в записи, не в прямом эфире. Сигнализация отключается при технических работах. Доступные зоны — это тысячи квадратных футов, которые физически невозможно контролировать в реальном времени. Кроме того, музеи — это не частная структура. Каждое решение проходит через бюрократию, бюджетные ограничения, тендеры. Это значит, если есть уязвимость, устранить ее быстро невозможно. Преступники это знают. Они изучают не только чертежи зданий, но и структуру управления. В деле Лувра уязвимость была известна. Окно реставрационного доступа не раз становилось предметом служебных записок, но изменить схему охраны не успели. Как и в десятках других случаев, от Роттердама до Осло, музей остался доступной, незащищенной целью, потому что он открыт, а это в современном мире большой риск. Сразу после кражи в Лувре ряд европейских аукционных домов временно приостановили торги по ювелирным изделиям XIX века. Под подозрение попали 7 лотов, внешне совпадавших с описанием украденного. Все объекты были сняты с публикации без объяснений. Через несколько дней они вернулись в каталоги, но уже с обновленными сертификатами происхождения. Так рынок реагирует на угрозу. Торговцы искусством предпочитают перестраховаться, даже если формальных оснований нет. Один неправильный лот, и площадка теряет репутацию. Поэтому в первые дни после громкого преступления активность арт-рынка падает на 30-40%. Международные платформы наподобие Art Loss Register фиксируют всплеск запросов по схожим предметам. В случае с делом Лувра более 50 таких совпадений за первые 10 дней. Ни одно не подтвердилось, но факт таких проверок говорит о высокой степени напряжения. В это же время усиливается движение вторичного антиквариата. Владельцы предметов без чистой документации стараются избавиться от них до начала проверок. Это создает короткий период риска. Окно, в которое можно как обнаружить след, так и безвозвратно его потерять.
На третий день после кражи французская полиция перестает комментировать дело. Заявления официальных лиц сводятся к стандартной формуле. Идет следствие. Имя Лувра исчезает из новостных заголовков. Крупные медиа переключаются на другие темы. Это не случайность. По внутренним протоколам МВД Франции, в делах, где может фигурировать международный след или политическая чувствительность, рекомендуется свести публичную активность к минимуму. То же применялось во время дела о краже в музее Орсе в 2006-м. До первого заявления прошло 8 месяцев. По неофициальным данным, французская прокуратура получила запросы на неразглашение от международных партнеров, ссылающихся на пересечение с другими расследованиями. Возможно, украденные предметы пересекаются с каналами контрабанды, уже отслеживаемыми Интерполом. В таких условиях дело замораживается в публичном пространстве. Нет обновлений, нет пресс-релизов, нет утечек. Все уходит в закрытую фазу. Для публики это просто исчезновение темы из информационного пространства. Для преступников — сигнал. Пока можно не беспокоиться. На четвертый день после кражи в Лувре в оборот попадают первые инвентарные ведомости. Они поступают в распоряжение страховых агентов и следственной группы. Уже на этом этапе обнаруживается расхождение. 3 из 9 похищенных предметов не были описаны в актуальном каталоге на момент ограбления. Официальная причина – временное перемещение на реставрацию. Но документов, подтверждающих факт передачи, нет. Более того, инвентарные номера этих объектов значились в отдельной ведомости, обновленной 2 месяца назад. Таким образом, точное нахождение некоторых украшений за пределами витрин уже до ограбления не задокументировано. Подобные несостыковки – не редкость. В крупных музеях учет ведется параллельно, в бумажном и цифровом виде. Обновление часто проходит с задержкой. Один и тот же предмет может числиться в 2 местах, а в момент кражи фактически находиться в 3-м. Для следствия это критично. Нельзя доказать, был ли предмет украден, если он не зафиксирован в экспозиции. Нельзя начать розыск, если в каталоге нет фотографии. В деле Лувра это означает, похищено могло быть не 9, а больше или меньше. Точные цифры до сих пор не подтверждены. Когда исчезают украшения из музея, теряется сама история. Каждое из этих изделий – это не просто золото, не просто драгоценные камни. Это документ, материальное свидетельство эпохи, которое невозможно восстановить после утраты. Украденные предметы из галереи Аполлона – это часть династической линии Второй империи. Те же броши и диадемы императрицы Эжени мелькают на портретах, зафиксированы в дипломатических архивах, дарились как символы союза. Когда они исчезают, вырывается часть контекста, которую нельзя восполнить ни фотографией, ни копией. В мировой практике таких потерь сотни. В 90-х из музея в Мехико были похищены артефакты ацтекской цивилизации, включая единственный известный золотой скипетр с керамической вставкой. Найти его не удалось. В 2000-х в Египте исчез фрагмент стелы, содержащий редкий диалект. Его текст не сохранился в расшифровке. Он исчез вместе с камнем. Такие кражи необратимы. И чем выше ценность предмета, тем выше шанс, что он не вернется. Его либо уничтожат при разделении, либо спрячет частный владелец, никогда не показывая публично. Ущерб измеряется не только миллионами. Он измеряется пустыми местами в каталогах, музейных залах и учебниках истории. Прошло 2 месяца. Расследование официально не закрыто, но никаких обновлений не публикуется. Прокуратура отказывается от комментариев. Ни один из предметов не найден. Ни один из задержанных не дал показаний, пригодных для обвинения. Это обычный финал для таких дел. Внутренние отчеты попадают в архив. Имя заказчика не всплывает. Предметы либо уже переплавлены, либо легализованы под другими именами. Судебных процессов не будет. Так исчезают преступления, даже если они зафиксированы камерами и свидетелями. Они не забываются, просто становятся недоказуемыми. Музей закрывает дыру в витрине. Страховая компания выплачивает компенсацию. Экспозиция перестраивается. Для следствия это поражение. Для преступников прецедент. Для истории очередной эпизод. Ограбление в Лувре не стало крупнейшим по сумме, но стало самым показательным. Это преступление, в котором не сработала ни охрана, ни сигнализация,
ни система международного реагирования, где фигуранты исчезли, а предметы растворились, где официальные структуры выбрали молчание, а следствие ушло в тень. Сценарий был прост. Промежуток в 7 минут, выход через окно, уход на скутерах. Но за этой простотой точный расчет всех уязвимостей. Знание графика, знание маршрутов охраны, знание, какие предметы можно сбыть, а какие лучше не трогать. Расследование зашло в глухую зону. Подозреваемые есть, следы есть, доказательств нет. Возврата драгоценностей тоже нет. Эта кража становится частью более широкой картины. Десятки исчезнувших объектов по всему миру, которые никогда не были возвращены. Сотни дел, закрытых без суда. Тысячи предметов, ушедших в небытие. Так воруют драгоценности. Так крадут нашу историю.